Всем привет! Вы находитесь на канале о ставках на спорт, который по-другому называется Real Fraud Story. И сегодня у нас будет интересная тема, в какой же конторе можно поставить и делать ставки в 2023 году и не быть обманутым, и чтобы можно было поставить нормальные деньги и нормально их вывести. Сегодня я нашел наконец-то возможность добавлять субтитры на свои видео. Я думаю, вы видели видео новости про то, что YouTube разрешил добавлять вторую дорожку или там много дорожек на разных языках для того, чтобы видео автоматически переводилось, но пока я такой функции не нашел. Нашел только то, что можно добавить субтитры на разных языках, поэтому это видео посмотрят и за границей, там, на других языках, кому это нужно. Поэтому мы тут коснемся еще и зарубежных букмекерских контор, не только российских. Ну, тем более российские конторы и надежность — это вообще что-то не связанное между собой, я думаю, вы понимаете. Но для начала пройдемся по списку контор с рейтинга букмекеров, и который у них в топе там расположен. Ну и вообще там, я так понимаю, у них список такой, что самые популярные конторы примерно идут по порядку. То есть я буду из телефона смотреть. На первом месте у них букмекерская контора Пари. Букмекерская контора Пари — это полная копия Фонбета, кроме того, что она не так надежна. То есть Пари — это такая более херня, чем Фонбет, ответвление как от Фонбета, но менее надежно. Я в ней не играл, но слышал много разных историй, поэтому я вам ее рекомендовать не могу. 1x ставка. 1x ставка закрыта в России. Я хотел сказать то, что я уже делал видео с рейтингом букмекерских контор, по моему мнению, но я не могу его перезалить, потому что там я показывал конторы и ссылки, и, как вы видели, уже мой канал перед этим удалили за ссылки на конторы, поэтому я ссылки оставлять не могу. Могу только вот так вот рассказывать, и поэтому вам так вот и расскажу. Bad Boom. Bad Boom, кстати, неплохая контора с прикольными исходами. Я там чуть-чуть ставил, но мне не нравится, что там очень маленькие лимиты на ставки. Поэтому мне там делать нечего. Попробовать можете. Надежность, надежно платит. Но как так для ставок не особо можно рекомендовать. Bad City. Bad City вообще почти не дает выиграть денег в плюс. Плюс у них стрёмные система лояльности, сайт более-менее, в принципе, там много событий, это прикольно, можно ставить всякую левую информацию прикольную, но, в принципе, Bad City не отличается большой надежностью, и поэтому я бы ее не рекомендовал. Фонбет. Фонбет, на мой взгляд, лучшая российская контора, в которой всегда, в принципе, все надежно. Если вы ставите только грязь, там возможны отмены ставок, но если вы делаете ставки сами, то вам, порежут счет, но, в принципе, там после верификации вам все выплатят, и Фонбет можно рекомендовать. Леон. Букмекерская контора Леон. Раньше, помню, всегда говорили, что она там высокие коэффициенты, она для профессионалов, но на самом деле Леон — это полная херня. Я в ней сделал пару ставок летом, и за что-то ставок 10 меня кинули на вериф из-за 19 тысяч рублей, из них 10 тысяч был мой депозит, поэтому Леон я рекомендовать не могу. Еще и вопросы задавали дебильные, поэтому Леон не рекомендую. Винлайн. Винлайн, сейчас очень много жалоб на Винлайн. Мне не нравится на Винлайн их кривой сайт, вообще ублюдский, максимально тупейший сайт, который открывается с телефона 1000 лет. Приложение у меня на телефоне не работает, потому что я за границей живу, и из-за этого в него нельзя зайти ни с территории России. Поэтому Винлайн такое. Но говорят, что они сейчас кидают на верифы, там жестко все такое. Но мне очень нравится в Винлайне система бонусов. То есть независимо от того, выиграл ты или проиграл, ты свой фрибет 50 тысяч рублей можешь вообще спокойно набить и поставить. А если ты еще и насливал там, то тебе 10% там или сколько кэшбэк дадут и от твоего проеба. И это мне очень нравится, что вообще они так делают. Потому что в Bad City дают там 4%, смотря какой уровень достиг, там 4-5% в виде фрибетов. Но это полное дерьмо. В этом плане вот Винлайн и Фонбет очень хороши. Они дают кэшбэк деньгами, и ты можешь их вывести, если там, допустим, залился. У меня такие ситуации были, поэтому мне это нравится, что они дают
Кэшбэк. Олимп.бет. Олимп.бет я не пробовал. Ну, по-моему, у меня там есть аккаунт, но я там не ставил, поэтому ничего не могу сказать. Но вроде как там скучно ставить. Лига ставок. Лига ставок. У меня сейчас аккаунт на верификации в Лиге ставок за то, что я поставил один грязненький матч там, и сразу же аккаунт улетел на вериф и требует, чтобы я им позвонил. Но я пока не позвонил, поэтому аккаунт все еще на верификации у меня висит. Ну, там денег немного зависло, что-то около 22 тысяч рублей. Поэтому тоже, как говорят, что не кидают, но вроде я читал, что ребята пишут про то, что делают возврат по всем ставкам, и все, и полное дерьмо. Марафон. Марафон, очень слабые лимиты. Там мне дают поставить 500 рублей на все что угодно. Там, при том, что я там вообще почти не ставил. Там зарегался, пополнил, поставил пару ставок обычных вообще. И все, и там 500 тысяч рублей это максимум. Mailbet. Mailbet полное кидалово. Ну, короче, букмекерская контора, которая обманывает, полностью не рекомендую. Пишут мне, кстати, постоянно, предлагают свою эту партнерскую программу. Я им говорю, деньги выплатите мне там с аккаунта, на котором вы меня нагрели на 450 тысяч рублей. Сразу говорят, это, может быть, был неофициальный Mailbet? Это был, наверное, неофициальный Mailbet. Я говорю, это был ваш Mailbet, ебаный. Официальный, цуписный. И все, и после этого эти все люди пропадают. Теннесси. Теннесси я не пробовал, но, насколько я понимаю, там слабые лимиты, поэтому тоже не могу сказать про Теннесси ничего. Один вин. Про один вин вы все знаете. Шайка пидорасов, которых надо закрыть, и надеюсь, что они когда-нибудь закроются. Bet3. Bet3 я не пробовал. Бвин. Бвин — это, кстати, международная контора, в которой я начинал постигать большие кэфы, потому что там прям это очень прикольно было ставить. У них есть прикольные ставки на то, что с какого сетбола выиграет там, ну с какого даже не сетбола, там, с какого матчбола там какой-то теннисист выиграет матч. И там можно было поставить, что, допустим, 4 плюс за коэффициент 20, и это довольно часто заходит, гораздо чаще, чем один раз из 20. Поэтому Бвин очень интересная контора, хотя насчет надежности я уже не помню, я очень давно ставил. GGBet. GGBet, насколько я знаю, там киберспорт ставят, это связано как-то с GG-покером. Насколько она надежна, не могу сказать, никогда не пробовал там ставить. 1xBet. 1xBet контора, в которой сейчас лучше не регаться, потому что в 2023 году, к сожалению, вам там мало кто что-то заплатит. Сбобет. Сбобет — азиатская контора, в которой, насколько я понимаю, сейчас сложно зарегаться, либо через каких-то трейдеров, посредников. Там небольшие лимиты и нет никакой росписи, но при этом она надежная. Bet365. Bet365 одна из моих самых любимых контор. Она славится своей надежностью в плане того, что даже если вас порезали там или что-то, деньги вам всегда выплатят просто на банковский счет. Конфискации никаких там не происходит. Очень большая линия и очень прикольная контора. Из России на ней зарегаться нельзя, но зато можно зарегистрироваться из любой другой страны, и поэтому, если у вас есть доступ к Bet365 в вашей стране, то я очень сильно ее рекомендую. Одна из лучших контор в мире, и там очень много событий в лайве всегда. Bitfire. Bitfire биржа, я давным-давно, очень давно на ней ставил. Не знаю, можно ли на ней сейчас зарегистрироваться из России, думаю, что нет. Там не так много событий, насколько я помню. Ну, в общем, я не буду говорить ничего, потому что я слабо помню, но Bitfire очень надежная штука, потому что это биржа. Там вы заключаете ставки между вами и другим игроком, а бирже только платите комиссию. То есть вы получаете деньги от другого человека, если вы выиграли ставку, а не от конторы. Поэтому она очень надежная. Дальше у нас идет Ladbrokes. Ladbrokes хорошая контора, довольно известная, британская. Никаких там супер интересных исходов нет, но при этом она надежная и платит. Поэтому если вы из Европы, там, Великобритании, то, в принципе, можете смело ставить в ней, она очень хорошая. То же самое можно сказать про William Hill. William Hill одна из самых старых контор. Помню, был прикол такой, что когда в НХЛ появился Вегас,
Уильям Хилл могла разориться из-за того, что если бы Вегас выиграл Кубок Стэнли, потому что кто-то поставил, ну не кто-то, а много народу поставило для прикола на коэффициент 1000 на то, что Вегас выиграет Кубок Стэнли, и они вышли в первый же свой сезон в финал, но не смогли там выиграть, а так бы Уильям Хилл закрылась. Но им повезло. Пинакл. Пинакл — надежная контора, много событий по линии, слабый лайф, но при этом всегда платит, и очень-очень-очень надежная, очень старая контора. Ее тоже могу рекомендовать. Mostbet избегайте вообще, это полный кал. Mostbet — это просто одна из самых худших вещей, которая может с вами случиться. Париматч давным-давно я ставил в нем, еще не цуписный был, и не могу даже вспомнить, что там было. Ну, платили, в принципе, но ничего такого сверхъестественного. bet@home.com, не помню, но тоже там ставил, так же, как и в Unibet. Ну, в принципе, платили они всегда, но там ничего интересного нет. То есть, если контора ничем не выделяется среди других, то могу сказать, что, ну, обычная. DAFABet азиатская, ну, она не азиатская сеть, но я в ней ставил вот сейчас, когда уже стал жить в Азии. Кинули верификацию за первую же ставку, нельзя было выплатить деньги, отправить надо паспорт и прочую всякую хрень, поэтому рекомендовать не могу. Если вы там за границей где-то и хотите ставить, то DAFABet точно ставить не нужно, это хреновая контора. Что еще тут листаю? Вообще никаких знакомых названий. Ну, тут Baldbet попался. Baldbet вообще параша, не ставьте в Baldbet, потому что в Baldbet еще и налог берут всегда. То есть если вы даже меньше, чем 15 тысяч выводите, то налог всегда с вас сдирают. То есть Baldbet — это просто кал. Больше что-то контор не могу найти никаких здесь. Из таких более-менее известных мне. Зенит еще есть. Зенит тоже помойка. В Зените ставить не нужно. БК Зенит. Это одна из самых конченых российских контор. Ее постарайтесь избегать. В общем, если так резюмировать, то если вы из России, то, на мой взгляд, нужно ставить в Фонбете. И, в принципе, только Фонбет может быть более-менее надежным из российских контор. Если вы не из России, то вам, конечно, выбор открыт побольше. Ну, из России еще Пинакл. Пинакл — хорошая контора. Если вы не из России, то я могу вам рекомендовать Bet365, Уильям Хилл, Ladbrokes. Ну, в принципе, там все конторы более-менее хорошие. Unibet. Бвин я не помню уже, работает он вообще сейчас нормально или нет, но вот это список из всех контор, которые я бы вам порекомендовал. Ну, а дальше решайте сами. В любом случае, сейчас среди российских контор очень мало надежных. И ставить где-то в 2023 году очень сложно, потому что деньги забрать будет трудно. Но если вы будете делать ставки в более-менее надежных конторах, таких как Bet365, Pinnacle, там Betfair, биржа, Sbobet, то деньги вы свои назад получите. Главное, избегайте всякое говно типа Зенита, там, не знаю, Baldbet, чего там еще, 1xbet, 1x ставки. Винлайн более-менее. Винлайн платит, по крайней мере, сейчас. Поэтому не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, не забывайте подписаться на мой Telegram-канал, который указан здесь на видео. Вас ждет еще очень много интересного впереди. Спасибо за просмотр и пока.